Всем добрый день. Итак, друзья мои, волосы. Волосы издревле считались защитой женщины. Волосы – это связь с потусторонним миром. Да, это своего рода антенна. Волосы переносят информацию. Вот именно поэтому ведьмы, когда проводят ритуалы, они распускают волосы. Считается, что у ведьм обязательно должны быть длинные волосы. Но это не суть на самом деле. Но, в принципе, в основном эти люди правы. Здоровые волосы – показатель здоровой женщины. Когда в древние времена выбирали невест, смотрели, какие у них волосы. Густые, здоровые, блестящие. Потому что, когда мы устаем, даже волосы наши устают. Они становятся ломкими. Это показатель того, что в организме не хватает витаминов. В основном цинка. Во время войны у людей выпадали зубы, ломались ногти и выпадали волосы. Многие облысели. После долго восстанавливались. Почему? Потому как нехватка витаминов, скудная пища, она приводила к тому, что основные атрибуты красоты человеческого тела, не только женского, они как бы страдали из-за нехватки нужных ингредиентов для организма. Моя бабушка говорила, волосы – это корона женщины. Она выбирала своих снох именно по волосам. Мою бабушку, жену нашего другого дедушки, ее сына, она выбирала по волосам. И так и говорила, когда я увидела ее волосы, я поняла, что она может родить здоровых детей, и засватали их. Мы одно время смеялись до того момента, пока не стали умнее, мудрее и старше. И теперь, когда мы вспоминаем все эти старые высказывания старших людей, да, рецепты их, какие-то рекомендации, советы, мы понимаем, насколько они были мудры, насколько мы были глупые, что считали это несерьезными вещами. Потом, со временем, мы начинаем, естественно, умнеть и вспоминать это все. От чего выпадают волосы? Первый показатель – это стресс, авитаминоз. Потом, после родов у женщин прям выпадает до облысения чуть ли не, аж комками прям выходят волосы. Здоровые волосы отрываются, выходят. Может быть болезнь кожи головы. Иногда это показатель начинающегося сахарного диабета. Но это самые страшные такие варианты, конечно. Не у всех, это редкий случай. И язва желудка. И в такие моменты тоже начинается выпадение волос. Но в основном это стресс и это болезнь кожи головы. Луковицы не могут, скажем так, найти питание, не питаются. И они вымирают и вместе с волосами выходят. Что для этого нужно? Вот ответ на этот вопрос знали в Древней Греции аж. Очень, скажем так, дельные рецепты, которые до сих пор используются. Потому что то, что я вам сейчас подарю, этот рецепт, он пришел к нам из Древней Эллады. Но его применяют, и вы могли часто встретить и прочитать об этом. Но речь не только об этом. Речь о том, что я еще добавляю заговор, который усиливает то, что изначально как бы я вам подарю. Кожа головы, она, знаете, покрывается такой роговицей, толстым слоем. И время от времени нужно это отшелушивать. То есть обновлять кожу. Кожа обновляется, лишнее выходит, очищается, обновляются луковицы. И они, волосы, начинают расти густо. И это может применить человек не только тот, у которого волосы прям лезут клочками, но еще тот, у которого есть проблемы с перхотью, или просто для профилактики на будущее. Если вы это будете делать,
у вас никогда не будет выпадения волос ни на какие возрастные там как бы моменты никакие не будут влиять на вашу красоту. Можно сделать для профилактики время от времени, отшелушивая лишнюю кожу головы и заживляя луковицы волос. Вы знаете, это мы сейчас так думаем, это Зен у меня там скучает, но приходит момент, когда мы понимаем, что изначально нужно с молоду нужно свое тело беречь, потому что мы в зрелом возрасте получаем то тело, которое заслужили. Как бы это ни звучало. Например, я знала женщину, которая каждый день, значит, промывала глаза медовой водой. Добавляла туда несколько капель меда и промывала глаза. Оказалось, что таким образом вообще-то лечили катаракту в древние времена. Мед улучшает, очищает роговицу глаза. И, кажется, правильно назвала, да. И со временем, когда уже женщины ее возраста не видели без очков, она спокойно читала, она спокойно видела, у нее не было этих проблем. То есть вот этот вот слой тонкий, который закрывает глаза со временем, да, с возрастом, у нее этого не было. Итак, первое, что я хочу обновить, это многие спрашивают, вот где найти бабушка Соломонидушка, где там рецепт для волос, чтобы не выпадали волосы. Поскольку не можете найти, давайте я вам еще раз обновлю здесь, да, как раз тема, как бы та же самая. Хочу сказать, что и первый заговор, и второй, то есть это маленькие ритуалы, так называемые, они очень сильны. Можете применять в комплексе, тогда у вас будет эффект намного лучше. Итак, что нужно делать? 3 раза в день, расчесывая волосы, нужно читать вот этот заговор. Бабка Соломонидушка на расческу заговор читала, да голову мою расчесала. Расти волос густой да здоровый. Сколько на поле летом колос, столько у меня будет волос. Сколько капель в стакане, столько косичек мне заплести. Красоваться, густой косой миловаться, первой красавицей стать. Аминь. Еще раз. Бабка Соломонидушка на расческу заговор читала, да голову мою расчесала. Расти волос густой да здоровый. Сколько на поле летом колос, столько у меня будет волос. Сколько капель в стакане, столько косичек мне заплести. Красоваться, густой косой миловаться, первой красавицей стать. Аминь. Это от выпадения волос заговор на расческу. Расчесываясь, то есть расчесывая волосы, читать. Помогает очень сильно, и многим помогло. Очень многим, потому что многие потом показали, прям густая грива. Потом я вам давала для роскошных волос. Очень сильный ритуал. И вот еще один даю. Тот для роста волос, для густоты волос и все такое. А здесь как раз от выпадения, оздоровления волос. Но оно действует, в принципе, одинаково, понимаете, если волосы выпадают, сначала надо голову, именно вот, кожу головы, да, кожу головы вылечить, очистить, только после этого уже есть смысл делать другие ритуалы для роста волос, для густоты и так далее. Сначала надо остановить ненужные процессы. Но этот рецепт второй, который я вам даю, он может помочь вам и, значит, для густоты волос и для роста волос в том числе. Поскольку если здоровые луковицы головы, то, естественно, все вместе. Значит, это вам нужно будет проводить и делать 3 раза в неделю. Восстановление может быть очень быстрым, может за месяц, но бросать не нужно. 3 месяца вам нужно делать. Тогда все недостающиеся там места на голове, где не было волос, они начнут расти мелкие. Сначала маленькие микроволосы, потом дальше у вас будет просто густая шевелюра. А для этого нужно 3 месяца подряд в неделю 3 раза делать эту маску и начитать заговор.
эта маска идет к нам еще из Древней Греции. И она известна, она общеизвестна, много где известна. Но к маске я, естественно, добавляю свою работу. Теперь смотрите, что вам нужно. Для начала касторовое масло. Касторовое масло применяли еще в Древнем Египте для того, чтобы улучшить состояние кожи. Фараоны применяли, их жены применяли. Применяли для того, чтобы от выпадения волос, понятное дело, там различные методы, различные рецепты. Далее, касторовое масло пили, оно очищало желудок, выводило там очень много, естественно, скажем так, различного рода лечебных свойств этого масла, точно так же, как и масло нут и тмина, который вообще на Востоке считается чудодейственным средством. Да? Вот касторовое масло, еще применяемый в Древней Элладе. И вот то, что я вам сейчас дам, это рецепт именно спартанок. Вот этот рецепт к нам пришел из Спарты, из спартанских эллинок, которые поддерживали красоту своих волос, и их волосы, и густоту их волос очень хвалили. Кроме того, мужчины наносили на бороды, и они точно так же, скажем, отращивали эти бороды густые, красивые, именно благодаря вот касторовому маслу. Далее. Я вам уже говорила, что волосы – это наша защита. Выпадение волос где-то говорит о том, что наша защита жизненная слабеет. И такое есть. Поэтому постарайтесь сделать иногда в совокупности чистки. От зависти тоже так бывает. Когда слишком завидуют твоим волосам, они начинают выпадать. И такое возможно. То есть ваша защита редеет. Вот обычно выпадение волос связывают со стрессами, там, с какими-то там травлями, нервотрепками, да, люди говорят, вот разнервничалась, поэтому так. А почему разнервничалась? Потому что очень много грязной энергетики вокруг, очень много подавляющей, да, тебя энергетики. И, естественно, твоя защита утончается, слабеет. А волос, он первый показатель того, что защита у человека начинает ослабевать. Начинает физиологическое проявление слабой защиты человека. Волосы начинают выпадать. Теперь, что делаем? Я хочу вам сказать, что вот этот рецепт, я знаю, что применяли даже мужчины, которые, практически были лысые, и у них начали вырастать маленькие микроволосы. Не скажу, что у них грива появилась, потому что слишком много времени прошло, этим нужно было заняться изначально. Но вот эта лысина закрылась. Теперь, смотрите, берете касторовое масло. Вот как раз это одно касторовое масло вам должно хватить, скорее всего, на 3 процедуры. Смотря какой длины ваши волосы. Но здесь не по длине нужно распределять, а по голове, то есть по коже головы. Нужно мазать на кожу головы. Вам нужно делать определенный пилинг с этим маслом, понимаете? Отшелушивать. Но масло, оно будет питать корни и оживлять. А что делает пилинг? Чем? Вот этим. Морская соль. Морская соль – это первые рецепты вообще красоты египетских цариц. И не только. Соль Мертвого моря и прочее. Вам нужно купить обычную морскую соль. Желательно мелкую соль. Если будет крупная, надо измельчить всего лишь. Опять же, желательно без красителей. Желательно. Но если вообще не найдется, пойдет, не страшно. Морская соль. Значит, нужно измельчить морскую соль. Где-то, еще раз говорю, рассчитывайте на то, насколько у вас густые волосы, насколько у вас, насколько на каждого человека может уйти из этой соли и этой маски. Можно, например, 3 ложки, 3 большие ложки морской соли измельчить, залить касторовым маслом столько, пока не получится такая кашица. Значит, мажем на кожу головы, прям втираем туда. И нужно это закрыть полотенцем или лучше вот такой специальной шапочкой. Там вообще тепло, как бы горячо, это держится.
минут 40. Ну, намажьте на волосы, на голову, то есть, и займитесь делами в это время. Минут на 40, потом, смывая, вот отшелушивайте, прям, знаете, ногтями отдирайте вот с кожи все лишнее. Не пугайтесь, сначала будут выходить волосы и все такое, потому что она очищает, все лишнее будет убирать. В следующий раз выпадение волос будет намного меньше, меньше, меньше. И вот 3 месяца эта процедура. Время от времени повторяйте. Если у вас луковицы волос стали уязвимые, стали слабые, то есть у вас есть такая опасность, большое выпадение, обильное выпадение волос и редение волос. Вы проведите обязательно. Так вот, вот провели, то есть вы сделали эту маску, да, подготовили. И что мы делаем? Берем вот эту чашу в руки и читаем, приближаясь так, чтобы прям дыхание ваше как бы чуть ли не коснется вот этой вот емкости. Читать нужно 6 раз. Здесь я применяю именно помощь богини красоты, семьи, благополучия и так далее, Лады. Вот слово лад, да, ладное, это все идет от нее. Та, которая привносит лад в жизнь. И она же отвечает за красоту, за привлекательность. Кстати, хочу сказать, что вот касторовое масло служило как афродизиак, то есть привлекающий мужчин. Касторовое масло применяется в магии тоже, в приворотной магии. Это долгий разговор, потом как-нибудь расскажу вам. Итак, над маской, которую вы подготовили, сделали, читайте 6 раз. Широкое поле раздоли, по полю тому богиня Лада шла, целебное снадобье несла, то снадобье мне принесла, на голову намазывала, да слова сильные сказывала. А я за ней повторяю: колос к колосу, волос к волосу, на поле колос не сосчитать, на голове моей волос не сосчитать. Сколько звезд на небе, столько волос на моей голове. Расти львиная грива и конский хвост, всем на зависть, а мне на радость. Волосы вам рост и крепость, не я вам велю, а богиня-матушка Лада приказывает, так и быть, заклято. Широкое поле раздолье, по полю тому богиня Лада шла, целебное снадобье несла, то снадобье мне принесла, на голову намазывала, да слова сильные сказывала. Я за ней повторяю: колос к колосу, волос к волосу, на поле колос не сосчитать, на голове моей волос не сосчитать. Сколько звезд на небе, столько волос на моей голове. Расти львиная грива и конский хвост, всем на зависть, а мне на радость. Волосы вам рост и крепость, не я вам велю, а богиня-матушка Лада приказывает, так и быть, заклято. Еще раз. Широкое поле раздолье, по полю тому богиня Лада шла, целебное снадобье несла, то снадобье мне принесла, на голову намазывала, да слова сильные сказывала. А я за ней повторяю: колос к колосу, волос к волосу, на поле колос не сосчитать, на голове моей волос не сосчитать. Сколько звезд на небе, столько волос на моей голове. Расти львиная грива и конский хвост, всем на зависть, а мне на радость. Волосы вам рост и крепость, не я вам велю, а богиня-матушка Лада приказывает. Так и быть, заклято. Проведите, друзья мои, и вы увидите результат за очень короткое время. Займитесь своей красотой, тем более, что я вам дарю и рецепты, и заговоры, легкие для применения, быстрые. И для этого не нужно найти там хвосты павианов и перья каких-то колдовских птиц. Вполне обычные, обыденные вещи, но все гениальное просто на самом деле. И все гениальное работает лучше всех. Морская соль, касторовое масло, маска, начитать 6 раз над этой маской, нанести 40 минут ходить и, промывая голову, прям отшелушивать, аж раздирать эту кожу, чтобы очищалась кожа. Вот эта старая кожа сойдет, будет обновляться, заодно будет обновляться и луковицы волос, приостановится выпадение волос, оздоровятся волосы, структура станет лучше. Я применяю для структуры. У меня не именно как выпадение, а именно структура волос. Потом они тяжелые волосы. Расчесываешь, сдираешь много. Действительно, как бы тоже страдают волосы. И вот время от времени, усиливая, делая упругими вот, волосы,
каждый волосок, в итоге ты получаешь такую гриву, здоровые волосы и вообще самое главное, да, для женщины, первостепенное, это как наша визитная карточка, это здоровые ногти, зубы и волосы. Все остальное можно подкрасить, можно пощипать, можно, не знаю, сделать, нарисовать. Самое главное, вот эти 3 фактора, которые основа красоты человека вообще. Потому что если ты ходишь в самых таких дорогих шубах и бриллиантах, но у тебя черные зубы, как-то оно все не сочетается. Согласны? Для начала нужно именно вот это. Просто я знаю людей, которые себе никак вот полулысые, с черными зубами, с грязными ногтями, но очень богато одетые. И спрашиваешь, они, ой, это денег нету и времени нету. То есть деньги есть пойти купить шубу, напялить на вот это вот тело неприятное. Понимаете, красота, она даже в обычных таких недорогих одеждах женщина может просто сверкать своей красотой, свежестью, если она ухожена. А можно очень дорого одеваться, но выглядеть как, извиняюсь, как быдло. Это тоже не очень. Так что займитесь. Самые главные факторы – это красота ногтей, то есть рук, это зубы, это волосы. Вот это 3 фактора, которые нужно человеку всегда помнить. Ваша визитная карточка. Поэтому всему судят и о тебе, и о твоем статусе, и насколько ты личность, насколько ты человек. Понимаете, мы, ухаживая за собой, уважаем людей. Мы не только себя любим этим, мы уважаем окружающих людей, которым приятно на нас смотреть, которым приятно с нами общаться. Поэтому это не последнюю роль играет вообще во всем. Твоя внешность, аккуратная внешность. Не обязательно красавицей быть мирового уровня, но быть ухоженной женщиной ты обязана. Всем удачи!